Меня просили показать и рассказать, как же прясть собачью шерсть. Мы имеем вот такую прекрасную собаченку, которую вычесали. Видите, какая она чистенькая, Наташенька. Наташенька, вычесали всю Наташеньку, помыли. Мы сначала моем, потом вычесываем, поэтому шерсть у нас получается вот такая вот чистенькая. Видите, вот в коробочке лежит Нотина шерсть. Вот если вы посмотрите, здесь прям серые волоски, это ость, а подшерсток у Ноты белым. Прялочка. Прялочку мы покупали на Авито. Старая советская прялочка. Вот такая вот называется прялка электрическая Эрго. Понятия не имею, какого она года выпуска. А нет, имею 85 год, да, получается? Да. 1985 года выпуска. Вот такая прялочка электрическая. У нее хорошая система натяжения ниточек и очень надежный моторчик. Здесь внизу педаль. Вот смотрите, такая таблеточка кругленькая. Эта педаль запускает моторчик. Да, вот. Моторчик запускаем. И начинаем прясть. Количество шерсти, которое вы подаете на ниточку, зависит толщина готовой спряденной вами пряжи. Вот так вот аккуратненько подаем, никуда не спешим. Нажатие регулируем ногой. И получаем аккуратно, ровно ниточку. Здесь в коробке с шерстью у нас сделано отверстие, вот видите, через которое подается ниточка. Ниточка основа используется вот такая вот хлопковая, либо шелковая, как вам удобно использовать. Хлопковые сложнее найти, мы вот на оптовых базах берем вот такие большие катушки. Но в принципе можно прясть на синтетику. Многие пряхи придут на шелковую ниточку, но она значительно дороже и ее сложнее найти. Вот на эту катушку, собственно, наматывается готовая пряжа. Вот видите, она такого сероватого цвета, потому что шерсть тоже не чисто белая. Если, например, делать из самоеда, то будет шерсть беленькая. А здесь у нас шерсть такая серо-белая. И ниточка тоже получается такая интересного цвета, собачьего интересного цвета. Вот такого. Да, Наташа, ты как ниточки? Тебе нравятся? Хорошие ниточки получаются? Хорошие ниточки из ниточки получаются. А вот, собственно, готовое изделие из этой пряжи. Правда, здесь ниточка не просто обычная, она сученная. Видите, какое пушистое получается полотно. Это шарфик, вязаный крючком. Он весит, наверное, грамм 150. Ну, точно меньше 200 грамм мы взвешивали. Вот так. Есть разные методики стирки еще только вычесанной шерсти. Но мы предпочитаем сначала помыть собаку, потом эту собаку вычесать, спрясть из нее пряжу и после уже стирать готовые изделия. Почему мы не стираем собачью шерсть? Потому что у нас, собственно, собаки все чистые, и шерсть у них ничем не пахнет. У нас собаки здоровые, красивые, чистые и приличные, да, но поэтому из шерсти прясть одно удовольствие. Ну вот смотри, какой клубочек получился. Принимай работу, давай. Хороший сапог большой. Производитель шерсти, да, поставщик серый, довольный поставщик. Такая булочка. А для того, чтобы сделать вот такую вот скрученную пряжу, вот видите, здесь у меня просто спряденная ниточка, смотанная с катушки, тоненькая. А для того, чтобы вязать такие грубые вещи, как пояса и носки, ниточку можно вот так сучить. Для этого нужно сменить направление, и прялка будет вращаться в обратную сторону. Но тогда нам нужно будет два клубочка соединить вместе, закрепить на катушке, и она будет сматываться в двойную ниточку. То есть сейчас мы сматываем с этой катушки в клубок, делаем два клубочка, меняем направление прялки и сучиваем ниточку, чтобы получить вот такую вот пряжу. Да, понюхай. Вот такую. В нашей семье пряли и придут все. Моя прабабушка пряла лен и ткала из него полотенце. У нас даже сохранилась такая семейная реликвия. Моя бабушка в советское время вязала шали-паутинки из козьего пуха ангорской козы. Мама ей помогала и, соответственно, умеет и прясть, и вязать вот эти вот воздушные шали. У нас же северные ездовые собаки, поэтому мы сейчас обрабатываем шерсть именно собачью. Также мы выращиваем пуховых ангорских кроликов, из которых мы придем
Я вам хочу еще показать способ прядения не на электрической промышленной прялке, а на веретене. Сейчас мама моя вам покажет. Пушистая, чистая, поэтому ее чесать специальными щетками или кардером не нужно. Теперь надо ее привязать к перевернутому стулу, это типа прялки. Вот так у нас Ставить устанавливается. ниточку. Прялки у нас, конечно же, нет. А надо бы. А надо бы, да. У многих, кстати, ножные прялки есть. Ну, у нас Шерсть туго не надо завязывать, она должна свободно идти. Надо как-то вот привязать, чтобы она и не упала. и не была сильно затянута. Сдавила, да. Ну, что-то такое. Веретено, это еще моей бабушки. Некоторые придут без утяжелителя, но мне вот с утяжелителем удобнее. И на весу у меня не получается. Мне мама как научила прясть на тарелке, я так и приду. Ниточку вставляю сюда, ой, сюда. Веретено зажимаю. Кручу. Крутим веретено правой рукой, а левой даем шерсть. Я давно не прила, поэтому ниточка корявенькая, но сам принцип. Теперь наматывается на руку и перематывается веретено. Закрепляет, вот так делают узел. Я знаю, как вот так делают узел. Вот сейчас такой узел. Вот так вот. И просто крутит в воздухе. Казашки еще как-то бедро вот так вот делают. И вот так, да, крутят. Меня как научили. Вот так удобно. Там прям об ногу крутят. Интересно. А когда сучат, в другую сторону. С веретеном, конечно, сложнее и немного дольше, чем на электрической прялке. Но уметь использовать два способа необходимо. Например, у нас в деревне часто выключают свет, и вместо электрической прялки мы используем веретено.